Всем привет! Сегодня у нас в игре вышло обновление, в котором запустили несколько новых событий. Самое главное из них — это алтарь пустыни. Суть его заключается в том, что у нас проходит параллельно с ним много различных ивентов, в которых мы получаем очки, и за эти очки в этом событии мы можем получать награду. Из наград у нас здесь сундуки для прокачки девушек, материалы для прокачки фракций, фермерский скин похода, дающий небольшие бонусы для нашего развития, скина нашего лорда и боевой скин замка, который дает у нас из постоянных свойств немного снижает вражескую атаку. Также у нас здесь есть история главы, здесь мы можем лор, так сказать, понять этого ивента, и когда мы полностью его пройдем, у нас небольшие бонусы здесь даются. Там в первом действии у нас должен быть бой, он довольно-таки легкий, его все должны пройти. Так, также у нас здесь награда за рейтинг есть. В рейтинг без доната попасть довольно-таки тяжело. Награда рейтинга у нас дает также поход атаки, который дает немного боевых свойств, много святых кристаллов, много элитных камней, руны для прокачки харизмы и золото. Ну, соответственно, чем ниже ваш рейтинг, тем меньше ваша награда будет. У нас есть здесь магазин. Магазин у нас обновляется каждые 7 дней. В магазине у нас на этой неделе есть скидка на самоцветы. Если кому-то они нужны, можно ее взять и покупить себе месячную карту на самоцветы дешевле в 2 раза. Также у нас здесь из того, что стоит отметить, это камни вознесения, которые нужны для улучшения наших сокровищ, и первичные камни заточки, которые также нужны для улучшения наших сокровищ. Также здесь по стандарту есть ресурсы и ускоры, но это уже по ситуации, кому нужно, кому нет. Ресурсы, например, можно на твинов взять, чтобы их улучшать. Это события вот наподобие, как у нас запускали события Огра там и подобные другие. Во время этого события мы можем посмотреть, какие будут другие ивенты, и у нас будет добавлен герой, и новый зверь будет добавлен. Также у нас, скорее всего, в чуде мирового древа будет добавлен новый сет сокровищ. Легендарный. Что я бы не сказал, что очень хорошо, потому что еще нужно старые прокачать. Если вы не донатите, это довольно-таки сложно сделать. Давайте теперь еще посмотрим, как выглядит скин, который у нас новый в игре будет. Вот он у нас самый последний, морской разбойник. Выглядит довольно-таки интересно, пока еще не приелся. Так что те, кто закроет все этапы, могут себе такой скин поставить. Хотя мне больше вот этот нравится. Так, также у нас вышло несколько других более мелких ивентов. Давайте начнем с Дикой Охоты. Это событие, в принципе, у нас уже было, но его немного изменили. Суть осталась та же, мы на карте собираем кристаллы, но у нас поменяли награду за этапы. Теперь у нас награда за этапы будет опыт навыка зверя. Ну, для зверей, для прокачки их все. Это, в принципе, неплохо, хорошая награда. За рейтинг у нас тоже будет награда на зверя. И скин, соответственно. То есть, в принципе, тут тоже все более или менее устраивает. Но то, что в магазине сделали теперь награду, только связанную со зверьми, у нас, получается, можно тут либо фрагменты зверей покупать, либо навыки какие-то, вот, как ресурсы, либо опыт зверя, либо опыт навыка зверя. И цены довольно-таки большие, то есть если мы посмотрим, нам, чтобы собрать доп. Ресурсы, получается 60 тысяч кристаллов нужно. А эти нам доп. Ресурсы не особо-то и нужны. Да и в целом, типа, ивент, в общем-то, неплохой для прокачки зверей, но хотелось бы все-таки не только зверей прокачивать, и хотелось бы, чтобы добавили и другие предметы в это событие. И я еще также покрутил немного магазин и не нашел фрагментов элитных зверей, то есть которые качаются только за свои фрагменты, как золотой дракон, например. И это печально, то есть если бы были фрагменты золотого дракона, то это событие было бы намного лучше, потому что можно было донатных зверей с помощью него прокачивать. Возможно, разработчики еще будут исправлять этот ивент, так что пишите в комментариях ваши пожелания, и, возможно, разработчики к вам прислушаются. Следующее событие у нас это приключение алтаря. Это событие у нас заключается в том, что мы должны бросать вызов вот этим вот пехотинцам и, соответственно, выполнять вот эти задания. Задания все время разные, за ними нужно следить. То есть
Поначалу они довольно-таки легкие, но со временем они становятся все тяжелее и тяжелее, то что тяжело будет даже в целом победить. То есть если мы откроем вот 48-го пехотинца, то здесь уже и 5000 оранга, и высокие там характеристики будут довольно. В принципе, тут уже не до вот этих вот заданий. А если у вас, допустим, нужно еще и победить с помощью ледяного лорда, контроль 6 раз, а вы, допустим, играете через физиков, вы, соответственно, не можете поставить ледяного лорда. Если вы его даже поставите, то у вас герой станет гораздо слабее, и вы вообще не сможете победить. Также у нас здесь есть возможность ежедневной помощи. То есть как раз если, допустим, вы играете через физиков, то вы можете, задание победить с помощью магов, вы можете попросить кого-то из своих союзников, чтобы они вам с этим помогли. Вы, соответственно, здесь нажимаете «Использовать помощь» и сражаетесь именно героем вашего союзника. Использовать помощь можно было 3 раза в день, но вот прям буквально недавно это расширили до 10. И это довольно-таки правильно, потому что 3 недостаточно. Сколько всего лотерей я точно не знаю. Предполагаю, что их либо 10, либо 12. А дальнейшую награду вам, скорее всего, придется покупать за донат. Также у нас здесь есть рейтинг, соответственно, также. Здесь у нас различные награды. Редкий камень желания, элитные камни, для прокачки харизма руны и золота. Но в рейтинг попасть именно в топ-10, топ-50, наверное, даже будет довольно-таки тяжело. Потому что, во-первых, если вы не донатите, то у вас, скорее всего, слабый прокачанный аккаунт, и вы не сможете все на максимум звезды пройти даже с помощью от ваших союзников. А тем более, если здесь награды также из-за донат покупаются, то, скорее всего, вы дойдете до определенного уровня, если даже закроете полностью все звезды, и после этого вы не сможете подниматься дальше в рейтинге. Награды здесь довольно-таки интересные, вкусные, можно их покупать, стараться пройти на максимум звезд, и, возможно, там вложить немного средств. Насколько я знаю, здесь должна быть агрессия, вот, на 22-м этапе. Не уверен на 17-м этапе, что агрессия, теперь она не кликабельна, нельзя посмотреть, что в сундучках. Ну, по-моему, здесь у нас обычные 6 уровня шмотки, а на 22-м по стандарту у нас уже агрессии на 23-м. Скорее всего, без доната примерно 20-21 этап берется. В общем, все, что я хотел сказать. Всем спасибо за внимание, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.